Как всегда, в воскресенье вас ожидает самый свежий выпуск новостей MMORPG за неделю. Сегодня поговорим про появившуюся информацию о банах русских игроков в глобальной версии Throne and Liberty, MMORPG Bellatorus, которая вполне вероятно может появиться в наших широтах, изменения и новые подробности, связанные с Arcade 2 и многом другом. Не забываем подписываться на канал, напоминаю, это лучший способ поддержать нас как контент-мейкеров. Также довожу до вашего сведения, если вы не в курсе, что ролики с Гохамедиа дублируются в нашем ВК, ссылку можно найти в описании. Ну и еще крайне рекомендую обратить внимание на мой телеграм, там есть чатик, где мы непосредственно общаемся, есть самые свежие новости жанра MMORPG с моими комментариями, а с недавних пор я туда еще и перезаливаю видео с Гохамедиа. Меня зовут Майдлер, это портал Гохару, и мы начинаем. Гранд Сага — это новая MMORPG на ПК и мобильных устройствах с захватывающим сюжетом, привлекательными персонажами в аниме-стилистике и красочной графикой. Ну а самое приятное — это то, что уже совсем скоро эта новая MMORPG появится в наших широтах под крылом небезызвестной компании Innova. В Гранд Сага игроку доступны уникальные персонажи, каждый с отдельным оружием и экипировкой, которые меняют способности. Кастомизация и сбор отряда из 3 персонажей открывают бесконечное пространство для экспериментов. В игре найдется контент для каждого, и для одиночных игроков, и для любителей командных сражений. Кроме того, Гранд Сага отличается невероятной щедростью. За активное вовлечение игра вознаграждает большим количеством ресурсов. Играй больше, получай больше. Причем, что немаловажно, все играбельные персонажи доступны сразу. В проекте вот-вот начнется ЗБТ, которая пройдет с 11 по 14 октября, и если вы хотите ознакомиться с игрой в числе первых, нужно срочно зарегистрироваться на официальном сайте. Сделать это довольно просто. Скачать лаунчер 4Game, нажать кнопку предрегистрация, зайти в свой аккаунт и, если кидает на окно с выбором игры, нажать Гранд Сага. Наша цель — увидеть кнопку «Жди новостей» на сайте. Если увидели, значит полный порядок. Стань первооткрывателем путешественников вместе с Гранд Сага по ссылке в описании и закрепленном комментарии. Разработчики MMORPG Властелин колец онлайн наращивают темпы показов предстоящего расширения Legacy of Margott. На этой неделе старший дизайнер сценариев совершил еще одну прогулку по региону, на этот раз анонсируя Худзагин. Худзагин станет вторым регионом предстоящего расширения. В то время как Амбарул был скорее засушливым предгорным регионом, Худзагин гораздо больше соответствует пустыне. Сценарий описывает регион как засушливый, но не пустынный, хотя переход от предгорной природы Амбарула к Худзагину заметен. В регионе также есть немало поселений и других интересных мест, включая руины и дороги, которые, кажется, во многом напоминают о смешении культур, которым стал известен Умбар. Разработчики Star Citizen из Cloud Imperium Games опубликовали новое видео с демонстрацией дополнительных особенностей обновления Альфа 4.0 для их проекта. Даты релиза новой версии и самой игры у нас, разумеется, нет, но зато на видео показаны инженерные механики, которые позволят кораблям стать более сложными, требующими к себе внимания объектами. Благодаря новым механикам у игроков появится возможность становиться инженерами, которые будут использовать новые специализированные инструменты для ремонта и ухода за различными частями космических кораблей. За счет этого игра станет более похожей на космический симулятор. Есть 5 минут и желание определить направление развития ММО-песочницы Альбион Онлайн, разработчики предлагают уделить время и пройти соответствующий опрос, цитирую. «Пришло время, ваш голос имеет значение, мы знаем, что вы увлечены улучшением игры, и теперь у вас есть шанс сформировать будущее Альбиона. Поделитесь тем, что вам нравится, а также тем, над чем нам нужно еще поработать, заполнив опрос сообщества. Разработчики хотят знать, какие механики вам нравятся больше всего, почему вы вообще играете в ММО, почему бросаете игру и сколько денег вы задонатили». Команда Reign of Guilds объявила о переходе на фри-то-плей модель распространения, хотя есть некоторые ограничения на то, как игроки бесплатной версии смогут прогрессировать. На одной бесплатной учетной записи может быть только один персонаж, а игроки не могут создавать гильдии или использовать предметы кастомизации. Ну и самое главное, свободный опыт накладывает ограничения на выход с острова Ревулет, часть игры для новичков, на которую, по оценкам разработчиков, игроки тратят от 30 до 50 часов. Чтобы покинуть остров Ревулет, игрок должен выполнить определенный квест на этом персонаже. Разработчики считают, что это полезно, так как дает, цитирую, возможность изучить игровую механику в почти абсолютной безопасности и получить деньги и снаряжение для новичков.
Студия Amazon Games поделилась подробностями о будущем серверов обычной версии MMORPG New World после релиза Eternum. Все текущие серверы игры получат статус наследия, а новые серверы в свою очередь будут называться стандартными. Персонажи наследия останутся, но перенести их на стандарт не получится, а вот тех персонажей, которых создадут на стандартных серверах, можно будет трансфернуть на серверы наследия. На новых серверах будет действовать привязка по платформе, то есть если вы создадите героя на Xbox Series, то не сможете продолжить играть им на ПК или PS5. Но при этом сохранится кросс-серверный режим игры. Однако для обладателей консольных версий игры будут созданы, что называется, домашние серверы, а вот для ПК игроков таких серверов не будет. И тем не менее, разработчики не исключают возможность объединения стандартных серверов и наследия, если возникнет такая необходимость. А что-то мне подсказывает, что она возникнет. Турецкая студия Varrock Technology запустила третье по счету закрытое бета-тестирование MMORPG The Queenfall. Поиграть могут участники предыдущего этапа, а также еще 3000 человек, которые первые успели запросить доступ на странице проекта в Steam. Тест продлится до 1 октября 2024 года. По словам разработчиков, на данном этапе представлены улучшения и нововведения, основанные на отзывах пользователей. Однако полный список изменений так и не был опубликован. Крупное обновление для MMO Once Human было недавно выпущено Starry Studio, но главное это то, что в игру наконец-таки добавили локализацию на русский язык. Ключевым контентным нововведением стал PvP-сценарий под названием «Столкновение с миром призмы», который предлагает игрокам новые вызовы. Также была улучшена система разведения животных, теперь можно приручать и селекционировать капибар, фламинго и леопардов при выполнении определенных условий. С обновлением появилась возможность отправиться в путешествие по Вечной Земле и посмотреть острова других игроков, оставляя им свои лайки. А в магазине теперь можно приобрести чертеж легендарного меча для усиления своего арсенала ближнего боя. Разработчики PAX Day изменили в своей игре целый ряд особенностей, в том числе и боевых. Игроки теперь смогут прерывать собственные атаки в ближнем бою, выполняя другие действия, например, произнося заклинания или прыгая. Также улучшено распознавание попаданий, а это значит, что атаковать животных и других врагов будет проще, и игрокам действительно будет казаться, что они попали по цели. Кроме того, в игре появилось множество новых анимаций для заклинаний и врагов. Разработчики ММО-шутера Пионер в своем ВК опубликовали, очередной скриншот и лорную текстовую выдержку с пояснением. На этот раз речь пошла о локации Лес Ужаса. Тем не менее, в комментариях стало куда меньше слов поддержки и восторженных отзывов от ожидающих игроков. Зато стало больше критики, которая понемногу начинает переходить в ярость. Некоторые пользователи отмечают, что вся эта история с разработкой уже начинает напоминать одну скам-игру, разработчики которой тоже годами кормили геймеров постановочными роликами и отрендеренными скриншотами. Также разработчикам напомнили, что они уже который год руинят собственные дедлайны, которые сами же публично и обозначили. При этом продолжают хранить гробовое молчание, ограничиваясь лишь очередными неинтересными скриншотами. В рамках мероприятия State of Play был представлен трейлер Arcade Chronicles, ранее известный как Arcade 2. Будучи онлайновой ролевой игрой, Arcade Chronicles обещает предоставить более захватывающий опыт с сильным акцентом на боевые действия. Игра будет включать в себя эпические масштабные рейды и кооперативный геймплей. В Arcade Chronicles жилье станет краеугольным камнем, позволяющим игрокам строить и настраивать собственные дома. Кроме того, игра позволяет нескольким игрокам объединяться в сообщества, похожие на города. Также Arcade Chronicles предлагает богатое разнообразие мирных навыков, таких как фермерство, ремесло и торговля, предоставляя множество способов взаимодействия с игровым миром и его экономикой. Инстинктивные и зрелищные бои – одна из основных особенностей серии Arcade. В Arcade Chronicles игроков ждет усовершенствованная боевая система, предоставляющая стратегический выбор во время боя. В команде из 10 и более игроков можно будет добиться еще большего синергетического эффекта, чтобы одолеть даже самых грозных рейд-боссов. Ну а более подробно про Arcade Chronicles и моих мыслях насчет этой пока еще вроде как MMORPG можно узнать из нашего недавнего видео. Подсказка в правом верхнем. Российские геймеры обратили внимание на занимательный факт. Издатель и разработчик видеоигр компания Astrum Entertainment недавно зарегистрировал сразу 3 домена, которые напрямую относятся к корейской MMORPG Bellatorus от студии New. Естественно, компания никак это пока не прокомментировала, но не нужно быть экспертом, чтобы понимать, откуда дует ветер. То, что российский издатель подписал новую корейскую игру, это очень хороший сигнал оздоровления жанра MMORPG в нашей стране. Bellatorus, напомню, это корейская MMORPG в фэнтезийном сеттинге с открытым
открытым миром, разработка которой началась в 2017 году. Игра создается на современном движке Unreal Engine 5. Геймплей будет строиться вокруг масштабных сражений 5 домов за контроль над Этерией. Полноценный ролик, посвященный этому проекту, ожидайте на следующей неделе. На днях, как вы, наверное, знаете, стартовал ранний доступ во многими ожидаемую MMORPG Throne and Liberty, а точнее в ее глобальную версию, за издание которой отвечает Amazon Games. Про то, как этот самый ранний доступ проходит, мы поговорим на нашей традиционной понедельничной трансляции. Здесь же хотелось бы уделить время обсуждению слухов о том, что в игре якобы начали банить игроков из наших широт. Мол, глобальный издатель MMORPG Throne and Liberty, компания Amazon Games, начала выдавать баны аккаунтам наших игроков, которые приобрели платные наборы раннего доступа. Причин якобы две. Первая — за модификацию файлов клиента. Дело в том, что в сети встречаются фанатские русификаторы игры, но все они так или иначе подменяют оригинальные файлы, что строжайше запрещено лицензионным соглашением. С нами, кстати, недавно связались разработчики Logofast и сказали, что за их русификатор никаких банов никому не прилетало. Вторая причина — недопустимый регион. Как будто бы, если вы каким-то образом засветили то, что играете из наших широт, или пополняли кошелек Steam через российские сервисы, виртуальные карты и тому подобное, или еще как-то дали понять, что играете через VPN, то система якобы также выдает блокировку. Впрочем, через какое-то время пошел другой слух, мол, информация о том, что Amazon блокирует учетные записи наших игроков, не соответствует действительности. Это все фейк, который создала одна из русских гильдий, распространив его по дискордам других русских гильдий. Но в любом случае мы бы рекомендовали вам пока воздержаться от установок любительских русификаторов, и если оплачиваете Steam, то делайте это кодами пополнения. Как говорится, береженого Бог бережет. Ну а свои вариации на тему того, какая русская гильдия распространяла подобного рода фейки, пишите в комментариях. И это все новости MMORPG на неделе. Не забываем, как всегда, традиционно поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, оставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента, и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мать для ретропортал Go.ru. Еще услышимся.